Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим об Арктике. Что мы знаем о ней? Многие слышали, что это безмолвный край на вершине мира, среди льдов Северного Ледовитого океана. Там экстремальный климат и бесконечная зима. В общем, царство вечного холода, где живут белые медведи и, скорее всего, полярники. Но география Арктики гораздо шире. Арктика – это миллионы квадратных километров, объединяющих окраины Евразии, Северной Америки и самый большой остров планеты Гренландию и бесчисленные архипелаги. На одних территориях возвышаются суровые горные хребты, на других лежат бескрайние равнины тундры с системой озер и вечной мерзлотой. Побережья скованы паковыми льдами, а под водой тянутся гигантские океанические хребты, формирующие один из самых загадочных регионов планеты. В этих суровых условиях, помимо белых медведей, обитают редчайшие виды животных, встречающиеся только здесь. Поэтому мы сегодня отправляемся в арктические широты и попытаемся разобраться, как устроена эта ледяная пустыня, где она начинается и чем она так интересна. Поехали! Арктика – это огромная полярная область, лежащая вокруг Северного полюса и охватывающая около 27 миллионов квадратных километров. Для понимания масштабов этого региона необходимо обозначить его четкие пределы, и они в научном мире определяются по-разному. Традиционной и самой известной границей считается Северный полярный круг, проходящий по широте 66 градусов 33 минуты. Это астрономическая черта, и за ней начинается явление полярного дня и ночи. Чем дальше на север, тем дольше солнце не заходит за горизонт летом и не поднимается над ним зимой. Причина, по которой в Арктике летом солнце не заходит за горизонт, кроется в наклоне земной оси. Земля вращается не вертикально, а под углом примерно 23,5 градуса к плоскости своей орбиты вокруг Солнца. Из-за наклона земной оси здесь воцаряется полярный день, полуночное солнце, не уходящее за горизонт до 6 месяцев. Атмосферная рефракция дополнительно преломляет лучи, удерживая светило над кромкой льда, даже тогда, когда оно геометрически должно скрыться. Затем наступает полярная ночь. Планета закрывает регион от Солнца собственной тенью. На полюсе тьма длится полгода, но она редко бывает абсолютной. Гражданские сумерки окрашивают небо в глубокие синие тона, а полярное сияние прорезает мрак зелеными и пурпурными всполохами. Заряженные частицы солнечного ветра в магнитном поле Земли создают магическое свечение. Вместе с отражением Луны от бескрайних снегов это формирует инопланетный пейзаж, подчеркивая суровое величие северной природы. Арктика определяется не только координатами, но и реальным теплом. Ключевой рубеж здесь изотерма июля плюс 10. Эта воображаемая черта обозначает предел, где даже в самый теплый месяц года температура не преодолевает 10-градусную отметку. Такая невидимая стена отделяет суровое дыхание ледяного океана от материкового климата. И именно за этой границей лес признает поражение. Деревьям попросту не хватает солнечной энергии для роста, поэтому высокие стволы исчезают, уступая место мхам и низкорослой тундре. Внутри холодной зоны лето остается коротким и призрачным, диктуя жесткие правила выживания всему живому. Арктика остается краем, где полноценное тепло так и не наступает. Есть еще и административное деление Арктики, где территория распределена между 5 основными прибрежными странами – Россией, Канадой, США, Данией через Гренландию и Норвегией. Но мы отойдем от политических границ и будем рассматривать Арктику как единое целое. В этом пространстве нет разделения на страны, когда речь идет о миграциях полярных крачек или путешествиях белых медведей. Жизнь здесь почти
подчинена строгим циклам света и тьмы, а каждое растение и животное являются деталью сложнейшего механизма выживания. Мы изучим этот регион как целостный климатический щит планеты, где рельеф дна и движение воздушных масс формируют облик всего северного полушария. А страны будут, но только лишь как ориентиры. Ну что же, начнем наше путешествие, придерживаясь 66-й параллели слева направо, с запада на восток, следуя за вращением нашей планеты. Первая точка нашего пути – это Гренландия. Это самый большой остров в мире, почти полностью скрытый под колоссальным ледяным щитом толщиной до 3 километров. А запасов замерзшей пресной воды здесь достаточно, чтобы поднять уровень мирового океана на 7 метров. Омываемая Атлантическим и Северным Ледовитым океанами, Гренландия поражает своими масштабами. Ее площадь составляет 2 миллиона 166 тысяч квадратных километров, протянувшись на 2700 километров с севера на юг и на 1300 километров с запада на восток, она лишь в 3 раза уступает Австралии, самому маленькому континенту планеты. Это суровое царство, где жизнь сосредоточена на узкой прибрежной полосе. Здесь пасутся овцы-быки, а белые медведи патрулируют ледяные берега. Двигаясь дальше на восток через Датский пролив, мы проходим чуть севернее Исландии. Хотя сам остров едва касается полярного круга, его природа – это кипящие гейзеры и вулканы, соседствующие с ледниками. Это важнейшая точка, где встречаются теплые течения Атлантики и ледяные воды севера. Следующий этап – это Скандинавский полуостров. Проходя через север Норвегии, Швеции и Финляндии, мы видим уникальную аномалию. Благодаря Гольфстриму здесь за полярным кругом еще растут леса и кипит жизнь. Но стоит нам двинуться чуть севернее в открытый океан, как перед нами встает архипелаг Шпицберген. Шпицберген – это уникальный форпост человечества в глубокой Арктике. Острые скалистые пики и глубокие фьорды создают здесь неповторимый ландшафт, где на птичьих базарах собираются миллионы пернатых. Именно здесь природа Арктики предстает во всем своем многообразии, от китов в прибрежных водах до крошечных арктических цветов, успевающих расцвести за короткое лето. Двигаясь дальше на восток от Шпицбергена, мы пересекаем невидимую границу и оказываемся в акватории Баренцева моря. С точки зрения географии, это самое живое море Арктики. В отличие от своих восточных соседей, оно практически полностью лежит на континентальном шельфе, а его средняя глубина составляет около 200 метров. Главная особенность этого региона – борьба двух стихий. С запада сюда прорываются последние ветви теплого североатлантического течения, а с севера и востока напирают ледяные арктические массы. Благодаря этому дыханию Атлантики юго-западная часть моря никогда не замерзает. Баренцево море окружено настоящим кольцом из великих земель. С севера его подпирает ледяной архипелаг земля Франца Иосифа, где на острове земля Георга ледники сползают прямо в воду. На востоке стоит непреодолимая стена новой земли, горного хребта, буквально разрезающего Арктику на две части, не пуская теплые воды дальше на восток. На юге тянутся берега Кольского полуострова и полуострова Канин. Баренцево море – это гигантская фабрика жизни. Из-за постоянного перемешивания теплых и холодных вод здесь наблюдается невероятная концентрация планктона, а он, в свою очередь, кормит все остальное население, от огромных косяков трески и мойвы до гренландских китов и тюленей. Именно здесь, на границе теплых и холодных течений, Арктика проявляет свою максимальную продуктивность. Оставив позади относительно теплое Баренцево море, мы входим в акваторию Карского моря. Здесь характер Арктики резко меняется. Оно гораздо сильнее изолировано от теплых течений стеной новой Земли, поэтому большая часть года скрыта под тяжелыми льдами. Это море омывает берега великих северных полуостровов. Первым нам встречается Ямал. Площадь полуострова Ямал составляет около 122 тысяч квадратных километров. Это огромная территория, сопоставима по размеру с Грецией или Болгарией. Географически полуостров представляет собой ровную поверхность с небольшими перепадами
тысячами высот. Здесь практически нет гор, зато насчитываются тысячи мелководных озер. Почти вся земля скована вечной мерзлотой, толщина которой в отдельных местах достигает 300 метров. В летние месяцы оттаивает лишь самый верхний слой почвы, превращая тундру в бескрайнее болото. Именно такая география создает идеальные условия для роста ягеля, основного корма северных оленей. Ежегодно сотни тысяч северных оленей пересекают его просторы, следуя древними путями миграции. Сразу за Ямалом лежит полуостров Гыдан. Это край суровых ветров и бесконечных озер, где береговая линия постоянно меняется из-за таяния подземных льдов. Между этими двумя титанами суши, Ямалом и Гыданом, вклинивается Обская губа. С точки зрения географии это не просто залив, а гигантский водный коридор протяженностью более 800 километров, где Великая Сибирская река Обь встречается с Карским морем. Это самый длинный эстуарий в мире. Огромный приток пресной воды создает здесь уникальный гидрологический режим. Губа опресняет океан на сотни километров, что напрямую влияет на то, как быстро и мощно здесь нарастает лед. Чуть восточнее Гыдана находится еще один важный разрез береговой линии – Енисейский залив. Здесь в океан впадает Енисей, самая полноводная река региона. Этот поток несет колоссальное количество тепла из глубины материка, работая как естественный обогреватель Арктики. Именно в этом стратегическом узле на стыке реки и моря расположен легендарный Диксон, самый северный порт и метеостанция, контролирующая этот участок. Эти заливы являются легкими и столовой региона. Опресненные воды Обской и Енисейской губ создают идеальную среду для крупнейшей в мире популяции сиговых рыб, такие как муксон и нельма. Эти акватории служат незаменимыми миграционными путями для птиц и морских млекопитающих, связывая внутренние районы материка с открытым океаном в единую неразрывную живую систему. Следом за Гыданом перед нами открывается полуостров Таймыр, самый масштабный выступ материка, глубоко врезающийся в Северный Ледовитый океан. Это крайняя северная точка всей Евразии. В самом сердце полуострова возвышаются горы Беранга, наиболее северная горная система на планете. Это суровое и труднодоступное место, где скалы окутаны арктическими пустынями и древними ледниками. Здесь горы обрываются в озера, крупнейшее из которых озеро Таймыр. Площадь озера 4560 квадратных километров, ширина без заливов 20, протяженность до 190 километров. Настоящий внутренний океан полуострова, скованный льдом большую часть года. Именно здесь расположен мыс Челюскин, предел материковой суши, за которым простираются воды моря Лаптевых. Прямо напротив полуострова Таймыр, за узким проливом Вилькицкого, находится один из самых молодых географических объектов на карте мира – архипелаг Северная Земля. Удивительно, но это последнее крупное открытие суши на планете. Архипелаг был нанесен на карты лишь в 1913 году экспедицией Вилькицкого, русского офицера, исследователя Арктики. С точки зрения географии это 4 крупных острова – Октябрьской революции, большевик, комсомолец и пионер, а также множество мелких. Северная Земля служит естественным барьером между Карским морем и морем Лаптевых. Почти половина ее территории скрыта под мощными ледниковыми куполами, которые плавно стекают в океан, образуя величественные ледяные обрывы. Эти острова являются важным звеном в жизни полярных хищников. На Северной Земле расположены крупные колонии белых медведей, а на скалистых берегах находят приют редкие виды чаек и чистиков. Острова архипелага фактически являются продолжением геологических структур Таймыра, образуя вместе с ними единый мощный форпост, глубоко уходящий в центральную часть Арктики. Двигаясь на восток от мыса Челюскин, мы пересекаем пролив Вилькицкого и входим в акваторию моря Лаптевых. Это одно из самых суровых и холодных морей Арктики, которое часто называют ледяным мешком.
Оно зажато между полуостровом Таймыр на западе и Новосибирскими островами на востоке. Коррективы в жизнь этого моря вносит река Лена. Она впадает в океан, образуя одну из крупнейших дельт в мире. Это колоссальный лабиринт из тысяч проток, островов и озер, занимающий площадь около 30 тысяч квадратных километров. Лена ежегодно сбрасывает в море огромные объемы пресной воды и тепла, что создает мощный гидрологический контраст. На юге вода опресненена и относительно тепла, а на севере царят тяжелые арктические льды. Море Лаптевых – это важнейший ареал для морских млекопитающих. Здесь обитает уникальная лаптевская популяция моржей, которые устраивают свои лежбища на мелководных участках шельфа. В прибрежных водах и дельте Лены сосредоточено огромное разнообразие рыбы, включая ценного муксуна и омуля, что привлекает сюда стада белух. Двигаясь дальше на восток, мы упираемся в Новосибирские острова. Этот архипелаг служит естественным рубежом моря. Его острова уникальны тем, что во многом состоят из ископаемого льда и вечной мерзлоты. Это настоящая палеонтологическая сокровищница. Берега островов буквально усыпаны останками мамонтов и другой фауны плейстоцена, которые вымываются морем из тающих обрывов. Оставив позади Новосибирские острова, мы входим в акваторию Восточно-Сибирского моря. С точки зрения географии, это самый мелководный и труднопроходимый участок на всем нашем пути. Море почти круглый год сковано тяжелыми льдами, которые не тают даже коротким летом, создавая мощный ледяной массив. Здесь материковая отмель тянется на сотни километров от берега, из-за чего глубина в среднем не превышает 50 метров. Главной береговой чертой здесь становится устье великих рек Индигирки и Колымы. Эти реки, подобно Лени, несут в океан пресную воду, но из-за мелководья моря опреснение здесь выражено особенно сильно. Низменные болотистые берега Якутии и Чукотки постепенно сменяются более возвышенным рельефом по мере продвижения на восток. На восточной границе этого моря нас ждет уникальный объект – остров Врангеля. Это изолированный горный массив, расположенный на стыке Восточно-Сибирского и Чукотского морей. Остров является домом для самых северных гор России, не считая Шпицбергена и Северной Земли. Остров Врангеля называют родильным домом белых медведей. Здесь зафиксирована самая высокая в мире плотность родовых берлог этого хищника. Кроме того, это единственное место в России, где сохранилась стабильная гнездовая популяция белого гуся. Из-за своей уникальной экосистемы остров включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Завершая наш путь по 66-й параллели в сторону востока, мы выходим к Чукотскому полуострову. Это финальная точка Евразии. Здесь рельеф становится по-настоящему гористым и суровым. Берега Чукотки обрываются в море высокими скалами, на которых располагаются колоссальные птичьи базары. Чукотка – это место, где Арктика встречается с Тихим океаном через Берингов пролив. Берингов пролив – узкий водный мост шириной около 86 километров, разделяющих Чукотку и Аляску. Это место служит единственным проходом, соединяющим воды Тихого и Северного Ледовитого океанов, что определяет его колоссальную роль в глобальной циркуляции морских течений. Главным объектом на американской стороне является полуостров Сьюарт. Это выступающая далеко на запад часть Аляски, ландшафт которой сформирован древними вулканическими процессами и деятельностью ледников. На севере полуострова раскинулся национальный заповедник Беринг-Лэнд-Бридж. С точки зрения истории и географии, это остатки Берингии, сухопутного моста, по которому в глубокой древности происходила миграция флоры, фауны и первых людей из Евразии в Северную Америку. Сегодня здесь преобладает холмистая тундра с множеством озер, возникших из-за таяния вечной мерзлоты. Севернее полуострова Сьюарт, вдоль побережья моря Бофорта, тянется арктическая прибрежная тундра, плоская равнина, которая на юге упирается в величественный хребет Брукса. Эти горы являются продолжением скалистых гор и служат мощным климатическим барьером. Хребет Брукса не пускает теплые воздушные массы с юга, удерживая суровый арктический холод на северном побережье Аляски.
Двигаясь дальше на восток вдоль 66-й параллели, мы входим в акваторию моря Бофорта. Это суровый регион, где материковый шельф очень узкий, и глубоководная часть океана подходит совсем близко к берегу. Здесь начинается территория Канады, а точнее ее северных провинций Юкон и северо-западные территории. Перед нами открывается огромная дельта реки Маккензи. Это важная водная артерия Северной Америки, которая сбрасывает в Арктику колоссальные объемы пресной воды, формируя ледовый режим западной части канадского сектора. Двигаясь на восток от дельты реки Маккензи, мы покидаем материк и входим в пределы канадского арктического архипелага, где нас встречает остров Банкс. Это самый западный крупный остров архипелага, который служит естественным щитом между морем Бофорта и внутренними проливами. Остров представляет собой сочетание высоких скалистых плато на юге и пологих равнин на севере. Его береговая линия изрезана глубокими заливами и фьордами. Одной из уникальных черт Банкса является река Томпсон, которая считается самой северной судоходной рекой в Северной Америке. Она протекает через национальный парк Аулавик. Остров Банкс считается мировой столицей овцебыков. Здесь обитает крупнейшая на планете популяция этих животных, насчитывающая десятки тысяч особей. Остров является идеальной средой для них благодаря обилию арктических пастбищ в низменностях. Кроме того, здесь находится критически важная среда обитания для малых белых гусей. На острове гнездится более половины всей мировой популяции этого вида. В прибрежных льдах и проливах постоянно патрулируют белые медведи, а в водах залива Принца Альберта часто встречаются кольчатые нерпы и белухи. Остров Банкс открывает нам путь к канадскому арктическому архипелагу, одному из самых масштабных скоплений суши в мировом океане, состоящей из более чем 36 тысяч островов. Этот регион представляет собой колоссальный ледяной лабиринт, который простирается от берегов Аляски до Гренландии, занимая площадь около 1 миллиона 400 тысяч квадратных километров. Центральное место в этом архипелаге занимает остров Виктория, второй по величине в Канаде. Его ландшафт типичен для этого сектора. Низменные равнины, испещренные тысячами озер, возникших в результате таяния ледников. Южнее него пролегает легендарный северо-западный проход, морской путь, веками манивший исследователей своей сложностью и опасностью из-за дрейфующих паковых льдов. Двигаясь далее на восток, мы встречаем остров Баффинова земля. Это гигант архипелага, чей рельеф разительно отличается от западных равнин. Здесь Арктика становится вертикальной, высокие гранитные пики и глубокие фьорды создают величественный, почти инопланетный пейзаж. Восточное побережье острова обрывается в море Баффина, образуя гигантские стены, которые сдерживают напор арктических льдов, идущих со стороны Гренландии. Архипелаг завершается узким проливом Нареса, впадающим в море Линкольна, а сам пролив отделяет самую северную точку Канады – остров Элсмир от мощного ледяного щита Гренландии, на который мы побывали еще в самом начале нашего путешествия. Но это еще не все. Мы только прошли по самому краешку. Северный полюс не Антарктида, и в центре нет суши, только Северный Ледовитый океан, который большую часть времени во льдах. В центре Арктики нет ни сантиметра твердой земли. Под ногами исследователей, достигающих заветной параллели, находится лишь слой морского льда толщиной в несколько метров, а под ним бездна Северного Ледовитого океана глубиной более 4 километров. Эта ледяная корка находится в постоянном движении. Океанские течения и ветры заставляют льды дрейфовать, сталкиваться и образовывать высокие торосы. Большая часть этого пространства скована льдом круглый год. Но под ледяным панцирем скрыта колоссальная горная страна. Подводный рельеф Северного Ледовитого океана – это фундамент, на котором держится вся география Арктики. Если мы мысленно осушим океан, перед нами откроется сложная система хребтов и глубоководных впадин, разделяющих океан на отдельные бассейны. Главной осевой структурой является хребет Гакеля. Это активный вулканический хребет, который является продолжением Срединно-Атлантического хребта. Он отделяет шельф Евразии от глубоководных районов,
По обе стороны от него лежат две глубочайшие впадины – котловина Нансена ближе к Евразии и котловина Амундсена ближе к полюсу. Эти котловины образуют Евразийский бассейн, самую молодую и глубокую часть океана. Центральная часть океана пересекает величественный хребет Ломоносова. Это гигантский подводный горный массив протяженностью около 1800 километров, который тянется от Новосибирских островов через точку Северного полюса к острову Элсмир в канадском архипелаге. В отличие от хребта Гакеля, это континентальная структура, которая буквально сшивает Евразию и Северную Америку под водой. Еще дальше на восток, в сторону Аляски, расположен хребет Менделеева или поднятие Альфа Менделеева. Это мощное поднятие океанического дна со сложным рельефом, которое разделяет канадскую котловину и котловину Макарова. Вместе с хребтом Ломоносова они образуют основу Амеразийского бассейна. Подводные хребты служат барьерами для глубинных течений. Направляя потоки теплой и холодной воды, они создают уникальные условия для глубоководных животных, которые существуют в полной темноте под многолетними льдами. География дна определяет жизнь всего океана, связывая берега, по которым мы путешествовали, в единую физическую систему. Да, дорогие друзья, как хорошо путешествовать по Арктике с кружечкой горячего чая перед экраном, когда за пределами нашего виртуального маршрута раскинулся край, не прощающий ошибок. Северный полюс – место предельно суровое, и его изучение никогда не было простой прогулкой. История освоения этих широт стала настоящим испытанием человеческого духа. Каждое название на карте оплачено годами тяжелейших экспедиций. Многие не вернулись. В эпоху, когда не было спутниковой связи, вертолетов, люди уходили в ледяную неизвестность, полагаясь лишь на свою волю и поначалу на деревянные борта судов. Но до них здесь жили коренные народы Арктики – ненцы, чукчи, инуиты, саамы и многие другие. Они освоили эти земли за тысячи лет до появления первых европейских мореходов. Для них северные просторы были не враждебной пустыней, а родным домом, к которому они идеально адаптировались. Когда намного позже, в 18-19 веках, сюда пришли крупные государственные экспедиции, они часто выживали только благодаря знаниям коренных народов. Исследователи учились у них строить иглу, шить одежду из шкур и управлять собачьими упряжками. Без этой школы выживания, без опыта поморов, история освоения Арктики могла бы быть гораздо короче и трагичнее. Однако, если говорить о начале документированной истории мореплавания и открытия этих земель внешним миром, то здесь первенство действительно принадлежит викингам и поморам. Викинги были первыми, кто решился на дальние переходы по северным морям. В X веке Эрик Рыжий основывает первые поселения в Гренландии. В то время климат был мягче, и остров действительно оправдывал свое название – «Зеленая земля». Поселения просуществовали около 400-500 лет, но с наступлением малого ледникового периода связь с ними прервалась, и колонии викингов постепенно вымерли или покинули остров. Пока викинги осваивали Атлантику, русские поморы с XII века начали планомерно изучение берегов Белого, Баренцева и Карского морей. И именно поморы создали суда Кочи, форма которых позволяла выживать при сжатии льдами. Это позволило им еще в средневековье заходить далеко за полярный круг. Период с 12 по 18 век был временем тихого освоения Арктики. Русские мореходы уже прокладывали здесь первые маршруты. В этот промежуток времени поморы стали главными хозяевами северных морей. К 15-16 векам их промысловые стоянки, становища, покрыли берега Новой Земли и архипелага Груманд, он же Шпицберген. В 16 веке Арктикой заинтересовалась Европа. 1553 год. Ричард Ченслер достиг берегов Белого моря, открыв для Англии путь в Россию. 1596 год. Вильям Баренц совершил свою знаменитую экспедицию. Он открыл Медвежий остров и Шпицберген, но его корабль оказался зажат льдами у Новой Земли. Команда провела там героическую зимовку, построив дом из обломков судна, но сам Баренц не пережил обратный путь. В 17 веке русские землепроходцы
начали осваивать побережье Сибири, суши и воды. В 1648 году Семен Дежнев совершил грандиозное открытие. Он прошел проливом между Азией и Америкой за 80 лет до Беринга. Это доказало, что два материка не соединяются, а Арктика – это открытый путь к восточным морям. До Беринга сведения о проливе после похода Дежнева в 1648 году оставались в архивах и не были известны широкой науке. Беринг же нанес эти земли на мировые карты. Витус Беринг – фигура ключевая. Именно он стал связующим звеном между эпохой первопроходцев и научными экспедициями. Его работа в первой половине 18 века фактически заполнила те пробелы на карте, о которых до этого только догадывались. Петр I перед самой смертью поручил Берингу выяснить, сошлась ли Америка с Азией. Беринг прошел через пролив, который позже назовут его именем – Чукотское море. Он подтвердил, что материки разделены морем, хотя из-за тумана так и не увидел берегов Америки в тот раз. Вторая Камчатская экспедиция, или как ее еще называют, Великая Северная экспедиция, стала самым масштабным географическим предприятием своего века. Это был настоящий научный штурм Арктики, развернутый на тысячи километров. Эта экспедиция проводилась 7 самостоятельными отрядами, экспедиции которых состоялись в 1733-1743 годах. Это был грандиозный проект, и он объединил сотни людей, ученых, моряков и картографов. Цели были амбициозными, от поиска пути в Японию до точного описания берегов Сибири. В 1741 году пакетбот «Святой Петр» под командованием Беринга наконец достиг берегов Аляски. Это стало моментом триумфа. Европейцы впервые увидели величественные горы Северо-Западной Америки со стороны моря. Обратный путь превратился в борьбу за жизнь. Изнуренный штормами судно было выброшено на необитаемый остров, позже названный островом Беринга. В тяжелейших условиях зимовки, среди ледяных ветров и нехватки продовольствия, командор скончался, так и не узнав о полном успехе своей миссии. Именно тогда, именно в то время двоюродные братья Харитон и Дмитрий Лаптевы, а также Семен Челюскин нанесли на карту очертания Таймыра и побережья Якутии. Челюскин совершил невозможное, достигнув в 1742 году самой северной точки материка на собачьих упряжках в условиях экстремального мороза. Советская эпоха привнесла новый формат – эпоху Папанина. В 1937 году Иван Папанин возглавил первую в мире дрейфующую станцию «Северный полюс», превратив ледяное поле в научную лабораторию. Имена Гудзона и Баффина навсегда остались на карте в названиях заливов и морей, но поиски прохода часто оборачивались катастрофами. Самая мрачная страница – трагедия Франклина, 1845 год. Экспедиция на судах «Эребус» и «Террор» бесследно исчезла в ледяном лабиринте, и лишь спустя десятилетия поисковые отряды восстановили страшную картину гибели экипажа от голода и болезней. А насчет Северного полюса точку в многовековых спорах поставил норвежец Руаль Амундсен. В 1903-1906 годах на небольшом промысловом судне Йоа он впервые в истории смог полностью пройти северо-западным проходом, доказав возможность этого пути. Битва за сам полюс была не менее драматичной. Долгое время первенство оспаривали американцы Фредерик Кук и Роберт Пири. Однако именно Амундсен первым в мире достиг обоих полюсов планеты. Южного на лыжах, северного на дирижабле Норвегия в 1926 году, объединив два полушария в истории великих открытий. И если для Руаля Амундсена эти льды были ареной для рекордов и триумфа, то для обитателей океана это просто огромная столовая. Белые медведи гуляют по Северному полюсу в поисках еды, а киты из года в год приплывают сюда плотно подкрепиться и поднакопить жирок. Какой бы Арктика суровой ни была, это живой пульсирующий мир. Давайте об этом поговорим поподробнее. Растительность Арктики демонстрирует удивительную волю к жизни. Здесь нет высоких лесов, зато каждый сантиметр земли занят крошечными, но невероятно стойкими организмами.
Главный секрет арктических растений – миниатюризация. Чтобы выжить, необходимо буквально прижаться к земле, используя тонкий слой прогретого воздуха у поверхности и защищаясь от ледяных ветров снежным покровом. Деревья есть, но они другие. В отличие от своих южных сородичей, арктическая ива и полярная береза не растут вверх. Это стелющиеся кустарники, чья высота часто не превышает несколько сантиметров. Их ветви распластаны по земле, что позволяет им зимовать под защитой снега и избегать механических повреждений, которые несет ветер. В Арктике цветут маки, правда они здесь свои, полярные. Полярный мак – одно из самых выносливых цветковых растений. Его цветы обладают чашевидной формой и работают как параболические зеркала, фокусируя солнечный свет на пестике и тычинках, чтобы ускорить созревание семян в условиях короткого лета. Дриада – куропаточья трава. Вечно зеленый кустарничек, образующий плотные подушки. Такая форма роста помогает удерживать тепло внутри куста и уменьшает испарение влаги. И если цветковые растения борются за каждый сантиметр пространства, то мхи или шайники доминируют на огромных площадях Арктики. Ягель или оленей мох. На самом деле это лишайник, симбиоз гриба и водоросли. Он является ключевым звеном в пищевой цепи, так как служит основным кормом для северных оленей зимой. Ягель растет крайне медленно, всего по несколько миллиметров в год, поэтому пастбища восстанавливаются десятилетиями. А мхи способны впитывать огромное количество воды, превращая тундру в гигантскую губку. Мхи защищают вечную мерзлоту от таяния, создавая теплоизоляционный слой под почвой. Растительность Арктики лишена пышности, но она по-своему красива. Ее стойкость поражает. Полярные маки и лишайники способны возобновлять фотосинтез сразу после того, как температура поднимается чуть выше нуля, используя каждый луч скудного северного солнца. Помимо карликовых деревьев и полярных маков, флора Арктики включает сотни видов трав, цветов и ягодных кустарничков, научившиеся выживать на камнях и в вечной мерзлоте. Арктика умеет быть удивительно красочной, когда на смену снегу приходят короткие недели цветения. Камнеломки – одни из самых выносливых цветов. Камнеломка супротивнолистная зацветает одной из первых, покрывая скалы фиолетовым ковром, а камнеломка снежная, жестколистая предпочитают каменистые россыпи. Цветут лютики, такие как лютик арктический и лютик ледяной. Они способны расти на переувлажненных почвах и даже у кромки ледников. Пушица – это уникальное растение, и оно по-своему преобразует тундру, создавая белые моря. Ее мягкие белые пуховки – это семена, разносимые ветром на огромные расстояния. Кассиопея – арктический вереск, красивое растение с мелкими белыми цветами-колокольчиками. Оно образует плотные заросли, верещатники, служащие защитой для почвы от эрозии. Присутствуют осоки и злаки. Помимо ягеля, это основа рациона северных оленей и овцебыков. К ним относятся лесохвост альпийский, мятлик арктический и разные виды арктической осоки. Ближе к южной границе 66-й параллели тундра становится более вкусной. Появляются ягоды. Морожка – царская ягода севера. Она растет на заболоченных участках и славится своей способностью накапливать витамины в условиях короткого вегетативного периода. Брусника и шикша, она же водяника. Эти вечно зеленые кустарнички уходят под снег с зелеными листьями, что позволяет им начать фотосинтез сразу после таяния льда, не тратя время на рост новой листвы. Есть редкие эндемичные виды. Некоторые растения встречаются только в определенных секторах Арктики. К ним относятся незабудочник, солнцецвет арктический и арктическая толокнянка. Но это в тундре, а ближе к Северному полюсу, там где даже суши нет, Арктика кажется безжизненной ледяной пустыней. Но на самом деле это одна из самых динамичных и тонко настроенных экосистем планеты. И жизнь здесь начинается глубоко под водой и даже в самой структуре морского льда.
с первым весенним светом в микроканалах внутри льдин и на их нижней кромке активизируются одноклеточные водоросли – фитопланктон. Этот процесс цветения льда запускает всю пищевую цепь. Биомассой питается криль, который в свою очередь служит кормом для полярной трески – сайки. Сайка – это настоящий энергетический мост Арктики. Обладая уникальными антифризными белками в крови, она способна существовать при отрицательных температурах, перерабатывая скудный планктон в калорийный жир. Именно огромные косяки этой рыбы позволяют выживать морским млекопитающим и птицам. Не стоит забывать и о мойве, еще одной важной рыбе. Она, как и сайка, огромными косяками заходит в арктические воды вслед за планктоном. Именно мойва становится главным связующим звеном для птичьих базаров и прибрежных хищников. Помимо сайки и мойвы, на этот богатый пир из криля и планктона приплывают и более крупные потребители. В первую очередь это гренландские киты и нарвалы. Гренландский кит способен поглощать тонны планктона и криля, просеивая воду сквозь пластины китового уса. Нарвалы также следуют за скоплениями ракообразных и мелкой рыбы, используя свои чувствительные бивни для навигации в ледяных лабиринтах. А это гренландская полярная акула, долгожитель Севера и одно из самых загадочных существ планеты. Исследования показывают, что она может жить более 400 лет, что делает ее самым долгоживущим позвоночным животным на Земле. Эта крайне медлительная рыба идеально приспособилась к вечному холоду. Ее метаболизм замедлен до минимума. Обитая на огромных глубинах, она питается рыбой и падалью, выполняя роль глубоководного санитара арктических морей. Мелкая рыбешка, конечно не акула, а мойва и сайка, также обеспечивают существование ластоногих. Это кольчатая нерпа, тюлень севера. Свое название она получила за светлые кольца на темной шкуре. Это единственный тюлень, способный круглый год жить в паковых льдах. Своими мощными коготками на передних ластах нерпа процарапывает во льду лунки для дыхания, продухи. Сверху над лункой по толстым слоям снега она строит ледяную колыбель, снежную нору, где рождает детеныша. Эти норы скрывают малышей, покрытых белым мехом, от глаз хищников и ледяного ветра. А это лахтак или морской заяц. Он гораздо крупнее нерпы, тяжеловес среди тюленей, чей вес может достигать 360 килограммов. Он получил свое прозвище за манеру прыгать по льду, похожую на заячьи прыжки. Лахтак выделяется своими длинными, густыми и очень чувствительными усами, вибрисами. Эти усы – его главный поисковой инструмент. Ими он ощупывает илистое дно, находя моллюсков и донную рыбу даже в полной темноте подледного мира. В отличие от нерпы, лахтак не любит сплошные льды, предпочитает дрейфующие льдины у кромки открытой воды. Но лахтак по сравнению с моржами действительно зайчик. Морж – настоящий титан арктического шельфа. Это социальное животное, чьи лежбища могут насчитывать сотни особей. Его главная гордость – это бивни, растущие всю жизнь и у самцов, и у самок. Бивни служат и оружием, и инструментом. С их помощью морж проделывает отверстие во льду и цепляется за него, чтобы вытащить свое 2-тонное тело из воды. Кожа моржа невероятно толстая и грубая, а под ней скрывается слой жира, составляющий до трети веса животного, что позволяет ему чувствовать себя комфортно, даже в самой ледяной воде. И только белый медведь, единственный хищник в Арктике, способный атаковать моржа. Несмотря на огромную массу, бивни и толстую шкуру, морж уязвим перед мощью и скоростью медведя, особенно на суше или льду. Нападение на взрослого самца моржа сопряжено с риском для жизни самого медведя, поэтому он чаще выбирает тактику внезапного нападения на лежбище. Основная цель хищника в такой ситуации – вызвать панику. Когда стадо в испуге бросается к воде, медведь высматривает отставших молодых особей или наносит удары тем, кто не успел вовремя скрыться. Огромная физическая сила позволяет медведю удерживать и убивать добычу, в несколько раз превосходящей его по весу. Да, на вершине этой ледяной системы стоит белый медведь, крупнейший сухопутный хищник планеты. Его жизнь полностью привязана к дрейфующим льдам. Он использует их как платформу для охоты. Медведь обладает уникальным мехом. Его шерстинки прозрачные и полые. Они работают как оптическое волокно, проводя тепло к абсолютно черной коже. У белого медведя феноменальное обоняние, позволяющее учуять нерпу под метровым слоем снега и льда,
Тенью за медведем иногда следует писец, мастер выживания и главный утилизатор тундры и льдов. Этот небольшой хищник обладает самым теплым мехом среди псовых, позволяя ему не тратить энергию на обогрев даже при температуре в минус 50. Зимой писец часто покидает материк и уходит далеко в океан, вслед за медведями. Он выступает в роли нахлебника, доедая остатки медвежьей трапезы, что критически важно для его выживания в суровый бескормный период. А на материковой части Арктики главными обитателями открытых пространств становятся овцы-быки и северные олени. Эти крупные травоядные приспособлены к жизни в условиях экстремально низких температур и скудной растительности тундры. Овцебык – настоящий реликт ледникового периода. Его тело покрыто невероятно густой и длинной шерстью, иногда достигающей земли. Под внешним слоем скрывается подшерсток – гевиут, в несколько раз теплее овечьей шерсти. Овцебыки ведут оседлый образ жизни и при опасности применяют уникальную тактику. Они встают в плотный круг, пряча молодняк в центре и выставляя мощные рога наружу. Такая оборона позволяет им успешно противостоять полярным волкам. Полярный волк – еще один ключевой хищник, чья жизнь неразрывно связана с суровыми ландшафтами Арктики. В отличие от медведя-одиночки, волк делает ставку на социальную структуру и коллективную охоту. Мех полярного волка обладает уникальной способностью сохранять тепло и маскировать зверя на фоне бесконечных снегов. Его выносливость поражает. В поисках добычи стая способна преодолевать десятки километров в день по обледенелой тундре. Когда медведь правит на морском льду, полярный волк берет контроль материковую часть и прибрежные зоны, замыкая цепь высших хищников региона. Иногда пути пересекаются. На побережье, где границы льда и суши размыты, волки могут подбирать остатки медвежьей добычи или даже вступать в косвенную конкуренцию за ресурсы. А северный олень, в отличие от овцы-быка, это вечный кочевник. В поисках ягеля огромные стада совершают миграции на тысячи километров. Олени обладают уникальными копытами. Зимой они становятся острыми, чтобы разбивать ледяную корку и добывать пищу из-под снега, а летом расширяются, превращая в своего рода снегоступы для ходьбы по мягкому болотистому грунту тундры. Даже их рога, которые носят и самцы, и самки, играют важную роль в защите территорий и поиске корма. Иногда в тундру захаживает бурый медведь. Он является сезонным гостем арктических широт, появляясь здесь в теплое время года, когда тундра освобождается от снега. В отличие от своего белого родственника, он не приспособлен к жизни на морском льду и охоте в океане, поэтому его присутствие ограничено материковой частью и побережьем. Этот хищник настоящий универсал. Бурый медведь всеяден и охотится не только на крупную добычу. В Арктике он активно охотится на леммингов, разоряет гнезда наземных птиц и поедает сезонные ягоды. На побережье пути бурого и белого медведей часто пересекаются, особенно возле туш выброшенных на берег китов. Но несмотря на то, что белый медведь обычно крупнее, бурый медведь отличается повышенной агрессивностью. Зачастую именно бурый способен отогнать белого хищника от найденной добычи. Встречается и росомаха, самый крупный представитель семейства куньих в Арктике, обладающий репутацией одного из самых свирепых и выносливых хищников севера. Ее физиология идеально приспособлена для выживания в экстремальных условиях, где пищу приходится искать на огромных территориях. Широкие лапы росомахи работают как естественные снегоступы. С такой опорой зверь легко перемещается по глубокому и рыхлому снегу, пока более крупные хищники вязнут в сугробах. Мобильность суровой зимы дает росомахе решающее преимущество в охоте и передвижение на огромные расстояния. Обладая невероятно мощными челюстями, она способна разгрызать промороженные кости и сухожилия. Подобная сила редко встречается у других хищников. Росомаха по праву считается хозяином арктических застолий, ведь она легко справляется с добычей, застывшей на экстремальном морозе. Зверь превращает в пищу даже те остатки, которые для остальных остаются твердыми, как камень. Арктический заяц, известный также как полярный беляк, один из самых приспособленных к холоду обитателей тундры. Его физические характеристики позволяют выживать в условиях вечной мерзлоты и постоянного присутствия хищников. Мех животного становится абсолютно белым, за исключением черных кончиков ушей. Такая окраска обеспечивает маскировку на фоне бескрайних снегов. Да и плотный и очень густой подшерсток служит надежной изоляцией от ледяного ветра.
Лапы зайца покрыты жестким мехом и работают так же, как естественные снегоступы. Это приспособление предотвращает проваливание в глубокий снег при быстром беге. Зимой зверек использует мощные когти, чтобы разрывать наст и добывать замерзшие растения, мхи или кору карликовых ив. Арктический заяц занимает важное место в рационе полярных сов, песцов и волков. Хотя добыть его хищникам непросто, способность развивать скорость до 60 км в час превращает его в трудную мишень для преследователей. Не стоит забывать и о самых маленьких, но не менее важных представителях тундры – леммингов и полярных полевок. Эти грызуны весом в несколько десятков грамм являются настоящим двигателем тундры. От их численности напрямую зависит благополучие почти всех северных хищников. Лемминги не впадают в спячку. Зимой они живут в пространстве между промерзшей землей и толщей снега, где строят сложные системы ходов и гнезда из сухой травы. Снег служит для них надежным теплоизолятором, защищает от 50-градусных морозов. Питаясь корнями и стеблями растений, лемминги перерабатывают скудную арктическую флору, подготавливая почву для нового роста весной. Влияние этих крошечных зверьков на жизнь севера колоссально. В годы массового размножения леммингов резко увеличивается выживаемость потомства у полярных сов и песцов. Если численность грызунов падает, полярные совы могут вовсе отказаться от гнездования, а песцы вынуждены уходить далеко на морской лед в поисках альтернативной пищи. За этой мелочью зорко наблюдает полярная сова, один из самых эффективных пернатых охотников севера. В отличие от большинства своих сородичей, эта сова ведет дневной образ жизни, что необходимо в условиях полярного дня. Ее белоснежное оперение обеспечивает идеальную маскировку среди снегов, а густые перья покрывают даже лапы, превращая их в теплые меховые тапочки. Жизнь полярной совы неразрывно связана с численностью леммингов. В годы, когда грызунов много, одна пара сов может вырастить до 10 птенцов, принося в гнездо сотни зверьков за сезон. Если же наступает период бескормицы, совы могут пропустить сезон размножения или отправиться в далекие кочевки на юг в поисках пищи. Рядом с ней в небе патрулирует кречет, самый крупный и благородный из соколов. Это стремительный охотник, чьей основной целью часто становится белая куропатка. А куропатка – мастер сезонного камуфляжа. Зимой она становится абсолютно белой, за исключением черных перьев хвоста, а летом сменяет наряд на пестрый бурый цвет, чтобы сливаться с камнями и мхами. Дополняет картинку ворон. Одна из немногих птиц, остающаяся в Арктике на зимовку. Обладая высоким интеллектом, вороны часто следуют за белыми медведями или волчьими стаями, выполняя роль санитаров и доедая остатки их добычи. А это летят полярные гуси. Они летят в тундру огромными клиньями, преодолевая тысячи километров из теплых регионов Европы, Азии и Северной Америки. Их возвращение происходит в строго определенное время, когда на озерах начинается вскрываться лед и появляются первые проталины. Эти птицы, включая белолобого гуся, гуменника и белого гуся, демонстрируют удивительную выносливость, совершая длительные перелеты. Полярные гуси летят в тундру ради короткого, но изобильного арктического лета, когда круглосуточный световой день позволяет им постоянно кормиться и быстро растить потомство. Огромные открытые пространства и удаленность от лесных хищников обеспечивают птицам относительную безопасность во время гнездования. А на отвесных скалах арктических островов и побережья располагаются птичьи базары, одни из самых шумных и густонаселенных мест на планете. В разгар короткого лета здесь собираются миллионы птиц, превращая безжизненные утесы в гигантские многоэтажные города. Главными жителями этих скал являются кайры. Они не строят гнезд, а откладывают свои конусовидные яйца прямо на узкие голые карнизы. Кайры – великолепные ныряльщики, способные погружаться за рыбой на глубину в десятки метров. Рядом с ними селятся маевки, небольшие чайки, и в отличие от кайр строят изящные гнезда из грязи и мха на самых крутых выступах. Верхние ярусы часто занимают чистики и бургомистры, крупные чайки, выполняющие роль главных хищников и санитаров базара. Особое место в этой системе занимают гаги. Эти утки славятся своим уникальным пухом для выстилки гнезд.
Пухгаги обладает исключительными теплоизоляционными свойствами и надежно защищает кладку от ледяного ветра. А это тупики. Птицы с яркими массивными клювами. Они роют норы в мягком грунте на вершине скал, создавая безопасное убежище для потомства. Птичьи базары играют колоссальную роль в жизни Арктики. Огромное количество органики попадает из океана на скалы благодаря пернатым и удобряет скудную северную почву. За счет этого вокруг колоний жизнь расцветает особенно ярко, превращая серые камни в зеленые оазисы. Среди всех обитателей арктического неба выделяются еще два вида, чья жизнь кажется бесконечным движением. Полярная крачка – абсолютный чемпион планеты по дальности миграции. Эта небольшая птичка весом чуть более 100 грамм ежегодно совершает перелет из Арктики в Антарктику и обратно. За свою жизнь она пролетает расстояние, равное 3 полетам до Луны и обратно. Крачка буквально живет в лете. Она гнездится на севере во время полярного дня, а когда там наступает зима, улетает на другой конец света, чтобы застать светлое время года в южных широтах. Благодаря такому образу жизни полярная крачка видит больше солнечного света, чем любое другое существо на Земле. В прибрежных водах и на озерах тундры обитает длиннохвостая утка, также известная как морянка. Это одна из самых многочисленных и шумных птиц Арктики. Морянка выделяется своим уникальным обликом. У самцов из хвоста растут 2 очень длинных тонких пера. В отличие от большинства птиц, морянка линяет 3 раза в год, полностью меняя окрас своего оперения под цвет окружающего ландшафта. Морянки – выдающиеся ныряльщики. В поисках моллюсков и рачков они способны погружаться на глубину до 60 метров, что является рекордом среди уток. Арктика – один из самых хрупких регионов нашей планеты, где природа существует на пределе своих возможностей. Из-за сурового климата и короткого периода вегетации биологические процессы здесь протекают крайне медленно, а любой внешний удар оставляет след, и он не затягивается десятилетиями, а возможно и дольше. Главный вызов современности – это глобальное потепление. Температура в Арктике растет быстрее, чем в среднем по миру. Это приводит к стремительному таянию морских льдов, которые могут полностью исчезать в летний период. Для белых медведей и тюленей это означает потерю дома и охотничьих угодий. Следующим пунктом является деятельность человека. К сожалению, в недалеком прошлом человечество не задумывалось об экологических последствиях освоения Севера. Арктика долгое время воспринималась как неисчерпаемый мусорный полигон, думая, что этот регион очень далеко, что привело к накоплению колоссального промышленного загрязнения. А на островах до сих пор остаются миллионы железных бочек из-под горючего и тонны металлолома. А прибрежные воды хранят радиоактивное наследие прошлых десятилетий. Промышленные центры продолжают выбрасывать миллионы тонн токсичных веществ, а техногенные аварии наносят ущерб, и на ликвидацию уходят годы. И действительно важно понимать, что Арктика – это кухня погоды для всей Земли. Сохранение этого региона является условием выживания всей климатической системы не только растительного и животного мира, но и человечества в том числе. Арктика не просит многого, всего лишь уважения к своим древним законам. Арктика величественна, она тянется к сполохам полярного сияния, к вечным льдам и бескрайней тундре, где пахнет морозом и лишайником. В этом крае нет суеты, только бесконечность, ветер и покой. Здесь хочется молчать и смотреть, запоминая каждое мгновение первозданной красоты, подаренное ледяным океаном. И хотелось бы, чтобы Арктика оставалась такой всегда, суровой, безмятежной и чистой, чтобы ее льды продолжали отражать солнечный свет, а человек постарался оберегать ее покой ради будущего всей планеты. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.